Всем привет! Всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисиль. Наконец-таки 18-е обновление вышло. Да, как оно вышло? На целых аж 30 гигов. Поговорим о нововведениях. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМЯ контент. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео. А вот теперь поехали. Для многих это, может быть, окажется секретом, но это обновление у нас относится к тому, что наконец-таки будет покончено с Таргоидской войной и с Таргоидскими титанами. Начнем, конечно же, с новостей Галнета. Атакуйте титанов! Завершена разработка нанитных торпед-стражей. Все зачитывать не буду, быстренько, вкратце. Нанитная торпеда-стража — наше самое важное изобретение. Мы снова используем открытие технологии древнего врага Таргоидов и вновь рассчитываем на мастерство и отвагу наших пилотов, которым предстоит атаковать титанов с близкого расстояния. Напоминает моменты с Таргоидским шпилем и профессором Палином. Цель торпед — теплоотводы на корпусе титанов. Сброс определенного количества нанитов парализует работу теплоотводов. Чтобы избавиться от колоссального теплового избытка, кораблю-матке придется убрать броню и обнажить свои внутренности. Таким образом, мы сможем атаковать жизненно важные отсеки титана, используя привычное нам оружие, и нанести серьезный, и если все пойдет по плану, критический урон противнику. Вот тут, конечно, фронтиры удивили. Мы можем это просто-напросто приобрести на спасательном мегашипе, не тратя никаких-то там товаров, материалов и прочего. И сколько захотим. Размеры у этой штуки 3 и 2. Визуал у этой штуки как у обычной торпеды, но боезапас у торпедной установочки 3 размера 128 снарядов. У 2 размера 64. Поверьте, 2 размера вам будет достаточно вполне, причем одной штуки. По модулям нам понадобится что? Нейтрализатор таргоидских импульсов, антикоррозийная катапульта, теплоотводная, дальше по вашему вкусу, хоть усилитель щита. Я полечу вообще на картонном Фердилансе, где будет мало щита и чуть-чуть корпуса, и будет все хорошо. По вооружению следующее. Написано привычным нам оружием. Ну, как бы, да, только не оружием стражей. Пока что, но об этом потом расскажу. И не обычным человеческим оружием, а антиинопланетным. Либо ракеты, либо пулеметы. По поводу выбора кораблей. Фердиланс — хорошо. Быстрый, маневренный. Мамба довольно тоже неплохо, но 2 первые пушки — это минус. Крайты очень хорошо, но лучше Фантом, потому что он быстрее. По поводу скорости скажу чуть тоже дальше. Корветы Анаконда скорее нет, чем да, потому что опять-таки скорость, но урон у них будет поболее. Да, но скорости тоже немножко недостаточно, есть одна проблема. И называется эта проблема Таргоидская глифа. Когда вы летите из системы в систему и вас перехватывают, вы можете уйти от нее на катере, потому что она не будет сразу лететь на вас с форсажем и стрелять по вам. Но если она будет, мои дорогие, сразу по вам стрелять при перехвате в системе, тогда вот уже у вас будут проблемы даже на быстрых кораблях. А вам еще нужно будет добраться до центра вихря. А проблема глифы в том, что она вам снимает щиты своими волшебными молниями и заряжает их себе. Это очень неприятно. В особенности, когда их 2. Проверено на моем каттере с 4000 щита. Неприятно. Плюс он неповоротливый. И навестись на них довольно проблемно будет на таком большом корабле. Летим, конечно же, к Таргоидскому вихрю. И тут у нас кое-что очень интересное появилось. Заходим в раздел «Война с Таргоидом» и видим сопротивление урону. И оно разное, в зависимости от количества контролируемых систем, как я это понял. Вряд ли от таргоидских шпилей, хотя, может быть, зависимость есть и в этом. Чем, собственно, сопротивление урону ниже, тем больше урона вы будете наносить. Как я понял, все, что выше 50 систем под контролем, это максимальное сопротивление урону. Все, что ниже 50, крайне высокая. И вот уже ниже 10 средняя. Наверное, после 5 будет слабая. Без инженеров заниматься этим делом я вам не советую. Не хватит ни скорости, ни танка, возможно, даже умений. Управление полетом на Фаофе приветствуется. Нужно будет очень быстро менять направление движения после определенного момента. Сейчас вам все продемонстрирую на примере. И вот момент. По поводу вооружение стражей. Насколько вы знаете, оно там разваливается, но, возможно, со временем появится некий модуль, который позволит нам брать его с собой на территорию Таргоидских вихрей. Вот что меня перехватило, я не знаю, и надеюсь, это не глифа. Окажется глифа. Да, это Таргоидская глифа, но, как видите, скорости мне хватает, я разрываю дистанцию.
Ну, по крайней мере, на бусте. Крайт МК-2 не разрывает. И глифа чуть-чуть догоняет. По поводу буста. Если вы устали от пустого холодного космоса, то добро пожаловать на мой бусти, где мы будем смотреть всякое, там, возможно, различные передачки и анимешки. Вход, конечно же, бесплатный, и ссылочка в описании. Ну а теперь к теме видео. Но если внутри торговецкого вихря, внутри системы с торговецким вихрем, она вас перехватит, она сразу по вам откроет огонь. И она не будет лететь так медленно, она будет лететь на всех парах, и вы не уйдете. Ну, если вы там не летите, не знаю, 700 метров в секунду, либо 600. По крайней мере, с такими скоростями она летала ранее. Не знаю, как давно вы этим занимались и занимались ли вообще, поэтому я покажу, как заходить правильно к торгоиду в вихрь. Нажимаем. Сразу выбираем наши антикоррозийные и просто буксуемся вперед. На быстрые корабли Фердиланс, Крайт Фантом, Мамба можно поставить одну антикоррозийку. Ее хватит пролететь в одну сторону. На большом корабле, на катере, советую ставить две. А выйти оттуда не обязательно лететь обратно. Можно просто сделать релок. И да, следите за температурой. И за торговецкими генераторами. Коррозии. Вот эти вот елочки. Сбрасываем. Когда слышите этот звук и видите молнии, переставляйте все в систему и ждите. И примерно когда услышите звук, то что волна запущена, нажимайте нейтрализатор торговецкого импульса. То, что прогрелись, не страшно. А антикоррозийную я нажал от страха. Ну и чтобы вам кое-что пояснить. Не нажимайте ее, когда будет заполнена одна, а когда все. Вот мы внутри. Летим прямо и ищем эту дрянь. Вот эта сволочь. Нам нужна сторона, где торгоиды вылетают и залетают. И еще осторожнее, могут быть другие торгоиды у вас на пути. Теплоотвод и в сторону. И летим к концам ее лепестков. Выбираете волшебные торпеды и видите, когда эти штуки открываются, начинается веселье, летим. Первая пошла. Теплоотвод не забываем, закидываем еще одну. Я успевал 4 так сделать один. Может, получится сейчас больше. Третья есть. Можно взять с собой еще лазерную теплоотдачу, кстати, вместо теплоотводов, если хотите. Не успел. Теперь резко ныряем вниз. Переключаемся на наше оружие. И стараемся не заблудиться. Вот эта дрянь. У нее есть ХП, стреляем и стоим поближе. И все. Вы ее не уничтожили. И если вы сделаете сейчас все еще раз, она будет с полным ХП. Ну а сейчас будет представление. И да, вы получили там 11 тысяч кредитов. Пожалуй, я это оставлю на видео. Ну, можно, конечно, отлететь подальше, и урона по счетам будет поменьше. Если вы верите в свои силы, то что сможете сделать это один, пробуйте еще раз. Спойлер. Не получится.
На стриме у нас получилось сделать так 6 раз, наверное, из 12. Вот сейчас будут различные моменты, как у нас это получилось. Может быть, даже один момент. Была не очень слаженная работа, скажу вам честно. И корабли были у всех совершенно разные. Ребят, не забывайте, встаем поближе. Так обнова-то еще и поломана. Ребят, ближе, 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 не бойтесь. Уничтожено. Таргоиды меня, кстати, не особо сильно били, что удивительно. Так вот, в чем прикол? Почему я вспомнил вдруг таргоидские шпили? Потому что тут примерно то же самое. Долби не долби, оно не отключится и не взорвется, потому что фронтиры еще не хотят, чтобы это произошло. Они растянут уничтожение таргоидских титанов в любом случае. Вы же не думали, что в первый же день мы всех их уничтожим? Конечно же, нет. И да, тут все еще довольно сильно поломано. Эта штука у нас не убиралась. Просто висела. Эта штука под названием Таргоидский Титан пускала ту самую синюю волну без остановки. Появлялся гигантский рой таргоидов-разведчиков. Было всякое, и это все было неприятно. И получали мы в награду за уничтожение этой штуки примерно 51 тысячу. Может быть, ошиблись с парой ноликов. Максимально странно, неприятно и душно, как по мне. И, судя по всему, с этого центрального столба, который будет уничтожен, должно выпасть что-то в плане материалов либо товаров. Но это пока слухи, не подтвержденная информация, потому что, как сказали мне, он не взорвался еще ни у кого. Потому что фронтиры всегда умели выпускать обновления. То есть, по идее, мы поочередно будем выносить таргоидских титанов. Я не знаю. Их у нас там 8 штук. Может быть, по одному в неделю нам будут списывать после того, как мы будем бить одного прям конкретно и очень много. Но, как по мне, это полный кошмар. Мы работали примерно в 2 крыла, и у нас получилось это сделать довольно легко в некоторые моменты, а иногда нет. Плюс, если подлетаете поближе к этому столбу, урон вроде идет как-то получше. Возможно, зависит от радиуса полного урона вооружения, но мне кажется, вряд ли. Как вам 18-е обновление? Потому что как бы это все. Питона МК-2 нету. Ничего больше нету. Либо я не нашел. Мы были в различных местах, даже в месте, где были раскопки у стражей, где было поле боя древнего побоища, которое даже отмечалось у нас в Галнете. Мы были в ХИП 2246010Б, который чуть ли не 2 года уже там висит в состоянии звездочки на планете. Мы летали даже на Рея-3. Недавняя новость Галнета. Там было очень страшное и огромное землетрясение, трясло буквально всю планету. Мы думали то, что ну вдруг там какие-нибудь стражи очнулись. Нет, нету. Но обнова весит 30 гигов. Я не программист, не знаю, но датамайн потихонечку собирается. И, возможно, по нему будет видео. Потому что там есть о чем поговорить. Напишите, нужно, не нужно. А это видео я сделал лишь только потому, что на стриме обещал людям, что я сниму по поводу того, что ввели в 18-м обновлении. Грустно, печально, горько. Фронтиры очень сильно заманили нас всех своим 30 гигов, которые реально качались у меня в стиме. В Epic Game у ребят вроде было даже 36. Для чистоты совести я дополню. Фронтиры никогда не выпускали весь контент обновления в день его выхода. Вы можете сказать то, что это бедная студия, и как бы мы не покупаем DLC, но как бы нам их и не дают покупать. Это первое. Второе. У нас есть No Man's Sky. Там как бы частенько выходят обновления, не прям большие, доступны полностью на старте. Примеров еще можно привести много. В любом случае, все, что они надумали на 18-е обновление, понятно, что выйдет не в день выхода 18-го.
А в промежуток между 18-м обновлением и 19-м я должен был сделать данную важную пометку. Ибо у фронтиров все привязано к сюжету, к целям сообщества, галнету и прочим вещам. А не то, что бац, и вот берите. Конечно же, со временем все эти лаги и баги поправят. Мы вернемся сюда в скором времени, в особенности когда, даже никогда. Скорее всего, если нам дадут модуль для того, чтобы мы могли летать с оружием стражей. И как-то оно пойдет, и на шпилях дело пойдет, и с захватом систем под контрольным торгоидом тоже дело пойдет. У нас есть антиксина инициатив, которые этим занимаются, и ребята просто молодцы, но это все будет растянуто на, мне кажется, все 18-е обновление. На ближайший месяц точно. Когда ждать те волшебные новые корабли? Кажется, в 19-м обновлении. В любом случае, мои дорогие, это видео выходит во вторник, 27 февраля. 28 февраля у фронтиров будет стрим в 21:00 по московскому времени, в 18:00 по Гринвичу. И мы вместе будем смотреть их стримчик на моем YouTube-канале. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное в описании под видео. Все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, помощь каналу. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи и увидимся в космосе. И не расстраивайтесь, все будет хорошо.